Привет, меня зовут Георгий, я работаю с командой продвижения проекта Венера, а также веду канал Technology. Недавно блогер с канала Гео выпустил видео по биографии Жака Фреско, в котором намеренно или по ошибке формирует образ Жака – обманщика. Гео не верит во многие эпизоды биографии Жака и имеет на это право, но почему-то не упоминает про эпизоды, которые имели место быть и показывают Жака в лучшем свете. Я начинаю факт-чекинг и советую посмотреть ролик целиком, в конце тоже будет интересно. Отмечу, что разбор будет идти не по хронологии видео Гео. Также есть небольшая сложность, ведь доказать принципиально недоказуемое невозможно. Трудно опровергнуть логические ошибки, которые превращаются в уловки, если зрители о них не знают. Около миллиона зрителей вряд ли знают о ложной дихотомии. Это прием, который любят использовать пропагандисты. Укажи всего два противоположных варианта и разбей тот, который привлекательный. Остается тот, который негативный, отрицательный. Все экономические решения принимает искусственный интеллект, а люди просто занимаются творчеством, наукой и работают на благо других. Звучит как сказка, но именно такую картину будущего рисовал американский изобретатель и футуролог Жак Фреско. Уже на 42-й секунде слышно по интонации Гео, что он с этим не согласен. Это еще не раз будет заметно на протяжении видео, что Гео предвзят. Это плохо, поскольку он и его сценаристы воспринимали информацию селективно, высказывали все подтверждающее их точку зрения и не замечали иной информации. Тем интереснее проследить, как так получилось, что человек, не сделавший за свою жизнь практически ничего, стал для многих интеллектуальным и моральным авторитетом. Сказал YouTube-блогер. Мне неизвестно не равно ничего. Это не полный список изобретений Жака. Это университеты, в которых он читал лекции. Это архив с записями сотен его выступлений. Это книги, газеты, журналы, в которых он упоминался. О Жаке писали New York Times, Bloomberg, Forbes, BBC и десятки других. А это количество просмотров его лекций, комментарии к которым дают понять, что Жак изменил жизни тысяч людей. О Жаке пишут с 1940-х, то есть уже 80 лет. Ни одной публикации, которая бы разоблачала его биографию. Жак создал больше 5000 проектных эскизов, которые позднее планируется опубликовать в виде книги. Также у нас есть задумка сделать книгу эскизов Жака. Не знаю, знают ли об этом люди, но я работала с Жаком больше 40 лет. И за это время он создал более 5500 проектных эскизов, затрагивающих все аспекты ресурсоориентированной экономики. Давайте прочту, что думал о Жаке его работодатель. Рекомендательное письмо из Rotorcraft Corporation. Я знаю мистера Фреско 7 лет, в течение которых он работал промышленным дизайнером на различных авиастроительных и производственных предприятиях. На мой взгляд, господин Фреско – промышленный дизайнер и художник с исключительными способностями. На мой взгляд, его художественный талант в сочетании с обширным знанием основных инженерных принципов дает ему отличную квалификацию для преподавания в области промышленного дизайна. Я счастлив порекомендовать эту сравнительно новую область работы. И господин Фреско – самый квалифицированный человек, которого я знаю, чтобы справиться с этой работой. Искренне ваш Гилберт МакГилл, президент Rotorcraft Corporation. Затронем также книгу 1950 года. Оттуда мы узнаем, что Жак в 1938 году сконструировал дискообразный летательный аппарат, но в то время авиастроители заявили, что эта модель слишком далеко опережала все, с чем они могли справиться, и этот проект был отложен. А также в авиастроении Фреско известен как человек, навсегда опередивший свое время на 20 лет. Жак еще в 40-х говорил про то, что автопилот будет безопаснее человека. Фактически, Фреско придерживался мнения, что чем меньше вы даете пилоту, тем меньше людей может погибнуть. Жак никогда не делал акцент на своем авторитете, хотя мог бы этим пользоваться. Например, в 1974-м Ларри Кинг дважды за передачу зачитывает достижения Жака. В сумме это 1,5 минуты перечисления его достижений. Сам Жак часто просил задавать ему как можно более каверзные вопросы. So when we get to the question period later on, you can question the hell out of me. But don't be polite. If you have any questions, just come right at it. And if you ask a question, if I fail to answer it, say, you didn't answer my question. Помимо этого, Жак предсказал множество технологий задолго до их появления. Например, у Ларри Кинга еще в 1974-м он говорит о необходимости заменить водителей автомобилей автопилотом. Нужно проектировать общество с бампером вокруг всей машины, заменить человека за рулем электронной системой управления. А реализовывается это только сейчас, в большей степени благодаря Илону Маску.
Исследованием его пути пока никто не занимался. Заходим под видео Гео в источники. Открываем ссылку, ведущую на статью в Orlando Weekly. И читаем, что изучением биографии Жака занимался Натаниэль Денвайт. Ему удалось найти множество первоисточников, упоминающих Жака, и наполнить страницу Википедии. Он также планировал написать биографию Жака и снять биографический фильм. Мы обратились к нему за помощью при создании этого видео. Он любезно предоставлял нам архивные документы, поскольку имеет к ним доступ. А есть еще дипломная работа аж на 177 страниц, написанная Шоном Йетсом. Там есть вот такой таймлайн. Так или иначе, заявление, что биографией Жака никто не занимался, это все же ложь. Но будем надеяться, что ошибка. Ведь зачем уважаемому блогеру врать? Еще более удивительным выглядит его знакомство с Баки Фуллером. Фуллер – один из знаменитых американских изобретателей и архитекторов 20 века. Директор спросил, хочет ли он познакомиться. И вот он познакомился. Где? При каких обстоятельствах? А я напомню, что, по словам Фреско, он бросил школу в 12 лет. То есть где-то в 1928 году, а Фуллер начал работать над своим автомобилем с 1930-го. Apparently the teacher I had at that time didn't like that. She grabbed me by the ear, dragged me all the way down the hall to the principal's office. I was only about 14 then. And she said to the principal, he doesn't want to pledge allegiance to the flag. А здесь же говорит, что его привели к директору, когда ему было примерно 14-14,5. Если взять этот возраст, то все сходится. И вот он познакомился. Где? При каких обстоятельствах? Включаем оригинал видео. He was seated there with his car called the Dymaxion. Фуллер сидел в машине Димаксион, значит, встреча была в лаборатории, где Фуллер работал над машиной. Также можно услышать, что директор сначала познакомил Жака с доктором Диккенсоном, который, в свою очередь, очевидно, оценив рисунки Жака, познакомил его с Фуллером. And I showed it to my principal. So he said, I'm going to give you a letter, and during the summer, if you can manage to get to the Bureau of Standards, I know a Dr. Dickinson, who's the chief of the Heat and Power Division. And so I went to the Bureau of Standards. Dr. Dickinson looked at my drawings, and he said, have you ever heard of Bucky Fuller? I said, no. I think I must have been 14 or 14 and a half, somewhere on that. So they said, would you like to meet him? Dr. Dickinson took me out there to see Fuller, and there was Bucky Fuller. Так что достаточно было посмотреть оригинал видео, чтобы получить ответы на некоторые вопросы. А здесь мы видим, как сценаристы Гео проверяют только те факты, которые им интересны. В 1974 году Кинг еще не был популярным ведущим. Вот Гео говорит, что в 1974-м Ларри Кинг еще не был популярен. А проверить, был ли к 1930-му знаменит Баки Фуллер, не сочли нужным. Фуллер – один из знаменитых американских изобретателей и архитекторов 20 века. Очень зря, ведь Фуллер получил известность к концу своей жизни. К 1930-му Фуллер еще не создал проекты, которые его прославили. Но даже если бы все даты совпадали, то мне все равно трудно поверить, как известный изобретатель знакомится с маленьким мальчиком и ведет с ним интеллектуальный разговор. Так что никакой встречи ребенка с известным изобретателем не было. Была встреча подростка и на тот момент не особо известного изобретателя. Так что я не вижу причин, почему Фуллер не мог поговорить тогда с Жаком и обсудить его рисунки. Изобретатели что, никогда не разговаривают с детьми об изобретениях? Жаку было бессмысленно врать о встрече с Баки Фуллером в детстве. Знаете почему? Вот письмо, в котором Баки Фуллер выражает желание познакомиться с мистером Фреско. Очевидно, он не узнал имя мальчика, который услышал за 30 лет до этого. Более того, есть аудиозапись их совместной дискуссии. Она плохого качества, но этого достаточно, чтобы сверить голоса. Then you once in a while discover something on those information that says, in fact, the lack of information says the pilot's got to take over from automatic, and only by virtue of his access. You don't have to there's no mechanism. If you're born blind, if you open the occipital lobe of the brain, there's no connection at all. If you're born deaf, no development in the temporal lobe. Therefore, most of the cities are based on natural configurations, the atomic structure, basic designs in nature. The center of the city might be related to studies of the human organism. They say, well, they're going to do the Arctic. You mean the dam, the Bering Strait project? No, it's not a project. Well, here's how I think we can approach that.
We can, by putting a certain amount of satellites around the Earth and getting a total picture, then we'll model the Earth about 40 feet in diameter and project the movement of the ocean currents continuously. So when you build a dam proposal and you do studies of the probable water flow, you can see what effect it's going to have all over. Well, I'd like you to stop just a minute. I'd like you to stop thinking about how you use this water. Похоже, эта запись была сделана в 1975-м в Пикок-парк, Майами. Баки Фуллер записывал о каждых 15 минутах своей жизни. Соответственно, мог упоминать о дискуссии с Жаком. Мы связались с архивом Принстонского университета, где хранится 140 тысяч листов записей Фуллера, где нам согласились помочь, хоть и предупредили, что поиск займет несколько недель, даже учитывая то, что мы выбрали из списка нужные коробки, в которых может находиться нужная информация. Если что-то удастся найти, мы опубликуем результат в нашей группе. В качестве резервных вариантов мы предложим коробки с другими датами, а также напишем в университет Фуллера и администрацию парка. Правда, мировоззрение Фреско можно сравнить с мировоззрением Фуллера. Тот тоже грезил переменами в обществе и работой на благо всего человечества, но все же не был так оторван от реальности. Поэтому многие идеи Фуллера все же были реализованы. У Фуллера было наследство, которое он использовал для финансирования своих проектов. Знаете, забавно то, что Гео высказывал предположение и мнение, а нас просят разобрать его видео по фактам. Как можно опровергнуть, кто из них больше или меньше оторван от реальности? Это оценочное суждение. Продолжим обсуждать факты. Вы, возможно, не знаете, но у нас есть второй канал. Канал нашей организации, который занимается продвижением проекта Венера на русском и украинских языках. На нем уже вышло несколько роликов на важные темы, о которых вы интересуетесь после просмотра лекций. А также планируется продолжить рубрику разбора обзоров на проект Венера, вроде этого видео. Проводить стримы с ответами на ваши вопросы и так далее. Если вы хотите больше знать детали о том, как мы работаем, что мы делаем, как продвигаем проект, обязательно подписывайтесь и включайте колокольчик. Ссылка в описании. В большинстве источников утверждается, что Фреско встретил Эйнштейна в 1931 году. А показываю только один источник из веб-архива. Большой вопрос в том, откуда источники взяли эту дату. Учитывая, что Эйнштейн поселился в Принстоне в 1933, как и Гитлер, пришедший к власти в том же году, а также дату открытия театра Radio City, то вполне вероятно, что и встреча Жака с Эйнштейном была в 1933 или позднее. По всей видимости, действительно не стоит рассматривать 1931 в сторонних источниках как верную дату. Даже если дату называл сам Жак, он мог просто перепутать. Наши коллеги из исследовательского центра рассказали нам, что после 70 Жак относил многие свои воспоминания к 14 годам, не упоминая другой ранний возраст. Очевидно, он просто не помнил точно, в каком возрасте что происходило. Учитывайте, что он прожил 101 год. Многие лекции записаны, когда Жаку уже больше 90 лет. События его детства происходили за 80 лет до этого. Также не стоит забывать и про болезнь Паркинсона, которой Жак страдал после 70-80 лет. Вся теория Гео о встрече, а точнее не встрече Жака с Эйнштейном, интересный факт-чек, но который на самом деле упирается в непонятные источники. Убрать дату, и вот история уже не кажется сомнительной, а как раз наоборот все сходится, а факт-чек ломается, оставляя лишь предвзятое отношение к Жаку. Да, документальных доказательств встречи Жака с Эйнштейном нет, но Жак особо и не хвастался этой встречей. Например, в видео «Пора с этим кончать» Жак упомянул сначала только эксперимент с микроскопом, который ему показал Эйнштейн, а уже после в другой части интервью, рассказывая подробности, сказал, что это был Эйнштейн. И, кстати, откуда взялся стол под микроскопом? Вот этот металлический стол гладкий. Тогда Эйнштейн попросил его посмотреть на стол под микроскопом. И оказалось, что так стол выглядит неровным и грубым. В источнике, который показывал Гео, написано «металл», и ни слова про столы. Сам Жак тоже столы не упоминал, зато говорил и показывал на металлические часы, как минимум в 2 интервью. Конечно, мы не можем со 100% точностью сказать, что все было так, как сказал Жак, но косвенные свидетельства говорят о том, что эти события действительно могли произойти. Кроме того, нужно отметить, что какие-то доказательства, возможно, и были, но Жак дважды пересек страну, и большая часть его архива была утеряна. В архиве почти не сохранилось документов раньше 1960 года. И можно сказать, что приблизительно треть его работ безвозвратно утеряна. Какие-то записи испортились со временем. Какие-то Жак не смог перевести, когда переезжал давным-давно во Флориду. Гео сомневается во встрече Жака с Эйнштейном и Фуллером, но вот историю о том, как Жак не встретился с Фиделем Кастро, он почему-то не упоминает. And they looked through my suitcases, and they were nothing but drawings for Fidel.
Еще одним доказательством предвзятости, ну либо некомпетентности Гео является тот факт, что он не упоминает об отношениях Жака с Артуром Кларком, легендарным писателем-фантастом, написавшим «Космическую Одиссею». Ведь всего-то нужно было взглянуть на книжку Жака вот сюда. Более того, у Жака сохранились письма, написанные ему Артуром Кларком. Вы можете почитать их, пройдя по ссылке в описании. Во время Второй мировой Фреско был призван в армию и работал инженером на авиабазе. Но армейская жизнь была явно не в характере Фреско, поэтому он и там не сошелся с начальством и был уволен. Жак проработал на авиабазе в Райтфилд 3 года. Один из немногих документов, сохранившихся до 60-х, это рекомендательное письмо от руководителя лаборатории авиабазы в Райтфилд, где работал Жак. Я, передавая вам это рекомендательное письмо, хочу выразить свою признательность за вашу образцовую работу, за добровольный и повсеместный вклад в общее дело, что идет далеко за рамки требований к работе. Такие поступки вызывают доверие у начальства, и они укрепляют мое доверие к вам, веру в ваши способности, преданность и надежность при любых обстоятельствах. Олга Кемер, полковник ВВС США, руководитель лаборатории авиабазы. Так кто же не сошелся с начальством? Ведь этого косяка бы не было, если бы Гео согласился на нашу помощь с проверкой сценария. Хотя, в этом месте я вообще подумал, что сделана эта ошибка умышленно, поскольку статья, указанная у Гео в источниках, содержит скан этого документа. И как можно было не заметить этого, если они действительно читали статью, я не понимаю. Поэтому он уволился и уехал на год на острова Туамоту, посреди Тихого океана. Позже он будет неоднократно вспоминать эту поездку в своих книгах и выступлениях. На этом острове не было денег. Кстати, так остров или все же острова? На самом деле неизвестно, что из этих рассказов происходило в реальности. Я только скажу, что к этому моменту остров Туамоту вместе со всей французской Полинезией уже 100 лет принадлежал Франции, и деньги там точно были. Неизвестно, что было на острове, но деньги там точно были. Почему? Потому что я просто прочитал в Википедии про Туамоту и не уделил время деталям. Жак и сам говорил, что острова Туамоту принадлежат Франции. Франции также принадлежит группа островов Туамоту, они их захватили. Впрочем, просто сами послушайте, что говорил Жак. Я в детстве подумал, интересно, как бы люди жили без образования. Я устроился на корабль, приплыл на Гавайи, потом отправился на Таити, но там уже китайцы владели кучей мелких лавочек. Там были деньги. И они учили полинезийцев пользоваться деньгами. Я подумал, нет, этот остров уже в жопе. Мне нужен остров, на котором люди еще примитивные и живут без денег. И я нашел группу островов. Мне сказали, что есть группа островов под названием Туамоту, которые принадлежат Франции, в 1000 миль к востоку от Таити. Я устроился на банановоз, набрал бус и зеркал, хотел раздать их местным, чтобы подружиться с ними. Франция даже официально не проводила аннексии, а просто объявила эти территории своими. Из книг об островах Туамоту мы узнаем следующее. Племена могли быть разобщены и не везде могли быть одинаковые системы. Между островами не было большого количества контактов, поскольку данные свидетельствуют о том, что люди физически отличались друг от друга. В 1838-м экспедиция изучала различные острова Туамоту. Разные острова находились на разных этапах контакта с европейцами. У диких народов есть лишь смутные представления о правах собственности. Совершенные ими кражи были великой причиной столкновения между ними и цивилизованными странами. Деньги вводились для торговли с внешним миром. Когда деньги заканчивались, приходилось обменивать товары на кокосы и тому подобное. Был даже специальный прайс-лист. После 60-х годов прошлого века исследования Туамоту практически не проводились, а большая часть древней культуры, вероятно, была забыта или утеряна. Так что книги подтверждают слова Жака. Жаку Фреско приписывают множество изобретений, но знаете, сколько патентов на его имя я обнаружил? Только 2. Согласитесь, очень мало для известного изобретателя. Как я уже говорил, патентов на имя Фреско существует всего 2. И они не связаны с рентгеном. Жак регулярно жаловался, что во время его работы авиаконструктором его разработки патентовали на имя компании. Это частая практика. Также авторы, наверное, не знают, что существует NDA. Напомню, что Жак работал авиаконструктором во время войны. Многие его разработки могли быть банально засекречены.
А ведь существуют патенты на секретные изобретения. Причем я даже не говорю, что у него обязательно должны быть патенты. Хватило хотя бы даже слов каких-нибудь его старых друзей. Неудивительно, что часть записей утрачена. Большая часть ранних работ Жака, которые сохранились в нашем архиве, датируется примерно 60-ми годами. Все, что он делал до этого, в большинстве своем потеряно. В те годы он находился в Лос-Анджелесе. Он просто не смог позволить себе взять все свои изобретения, наработки, чертежи и рисунки при переезде во Флориду. Это был как раз тот период его жизни, когда он наиболее интенсивно занимался изобретениями и новыми технологиями. А уже после переезда он занялся преимущественно общественными проектами и социальной инженерией. Так что, к сожалению, многие интересные, специфические и необычные разработки, над которыми он работал, сейчас утеряны. Сохранилась пара фотографий. Да. Тем не менее, вот еще патенты Жака. А вот некоторые из его изобретений. Было бы глупо отрицать, что Жак много чего изобрел, но не запатентовал по тем или иным причинам. Все материалы вы можете найти по ссылкам в описании. Тем более патент на разработку – это не панацея, он вовсе не обязателен. Во-первых, это стоит денег, а во-вторых, на это нужно время. Может пройти несколько лет от подачи заявки до регистрации патента. У Баки Фуллера, например, было 28 патентов, но при этом было семейное наследство. Фактически он пытался показать куклукс-клановцам, что их идеи не сходятся с реальностью. И снова, неизвестно, действительно ли Фреско ходил на встречи клана. Нужно показать человеку, что его взгляды не соотносятся с реальностью. Он тут же осознает, что был неправ, и изменит точку зрения на правильную. То, что это чушь, понимает любой, кто хоть раз спорил с кем-то в интернете. Бред – это сравнивать спор, а часто ругань и неумение общаться в интернете с подготовленными выступлениями Жака, которые он проводил в течение 1,5 месяцев, после чего клан был расформирован. Если внимательно слушать, что говорит Жак, можно услышать, что он работал только с лидером ячейки. I joined by identification, so they identified with them. But I always worked on their leader. Другие участники, видя, как лидер неверно определяет людей на фото и аудио, смеялись над ним. То есть Жак не только показывал лидеру, что тот ошибается, но и фактически заставлял остальных влиять на лидера. В этом видео Жак рассказал только про 2-3 способа. Это не значит, что на протяжении месяца делал одно и то же действие. Ведь нетрудно найти другие видео, где Жак подробнее рассказывает о том, каким образом влиял на клан. First, that leader said to me, "What do you think of the Ku Klux Klan?" It's a great idea, but it doesn't go far enough. Then they listen. But if you down it, they don't listen. You understand what I'm saying? You have to learn different people's values and speak in their terms, not your terms. If you speak ahead of the terms of people, they don't know what you're talking about. Тут Жак рассказывает, что он не спорил, а сказал, что клан – это отличная организация с неразвитым потенциалом, потому что иначе его даже не стали бы слушать. Он не нападал на них, а переубеждал постепенно. А утверждать, что никого нельзя переубедить, тем более за 1,5 месяца, вот это действительно бред. Смена взглядов – это долгий процесс. Did you turn around the Klan, though? Oh, yes. You want me to tell you how? Yeah. Okay. It was a longer process. Это логическая ошибка, которая называется «соломенное чучело». Гео неправильно понял методику Жака и разоблачал то, что неправильно понял. Неужели Гео и его сценаристы не знают о том, что переубеждение – это не только спор и ругань в интернете? Но если личный опыт общения вы считаете недостаточно научным... И раз уж тут пошла речь про личный опыт, то у меня есть личный опыт того, как мои взгляды поменялись буквально за несколько минут. В детстве я верил, что некоторые иллюзионисты используют магию, иначе как они делают эти фокусы. Но увидев разоблачение одного из фокусов, где подробно объяснили, как сделан трюк, мой мир просто рухнул. Всего одно короткое видео изменило мои взгляды на фокусы и мир вокруг. Так что изменение мнения – это даже не обязательно долгий процесс. Все зависит от множества факторов и умения переубеждать. По его заданию Фреско с коллегами спроектировали так называемый трендовый дом, почти целиком состоящий из алюминия и стекла. Проект был создан и 3 месяца выставлялся в Голливуде в студии Warner Bros. Любой желающий мог посмотреть на дом будущего за $1. Все собранные деньги отправились на помощь раковым больным. А вот сам дом будущего так и остался нереализован. Правительство отказалось финансировать постройку, и проект заглох. Еще одно разочарование для Фреско. После этого провала как минимум получилась инсталляция, к тому же доходы пошли на лечение больных раком. Странно называть это провалом. Добиться того, что их проект будет выставляться в Warner Bros. Уже весьма неплохо, и уверен, многие позавидовали бы такому успеху. К тому же неизвестно, сколько людей мог вдохновить этот проект. Ну и все-таки, чей это провал? Инженера Жака, который сделал свою работу?
или же бизнесмена, который не смог продать проект. Примеры подобных домов сегодня вы можете легко найти в Гугле. Очередная минута славы у Жака Фреско случилась в 1974 году, когда его пригласил на свое шоу Ларри Кинг, самый знаменитый интервьюер Америки. Поэтому сторонники Фреско часто выделяют это событие как нечто выдающееся. Стоило бы привести конкретные примеры, кто так говорит. Хотя, пересмотрев эту передачу, я поддерживаю эту позицию, и через минуту покажу почему. Да и никаких докторских степеней Фреско тоже никогда не получал. Если чего-то не знаешь, не стоит утверждать, что этого не существует. У Фреско было 2 докторских степени, которые ему присвоил неаккредитованный университет, в котором Жак преподавал. Возможно, именно туда его и рекомендовал руководитель Rotorcraft Corporation, но это лично моя догадка. Он использовал докторскую степень только чтобы попадать на телевидение и радио. Ни в работах, ни в книгах, ни в публикациях он не подписывал у себя докторскую степень. Разве что вот на этом плакате, и это все. Ведь кого попало, Кинг бы не стал звать на шоу. Правда, мало кто обращает внимание на дату. В 1974 году Кинг еще не был популярным ведущим и работал на местном телевидении в Майами. Работа на местном телевидении в Майами означает, что Кинг звал на шоу кого попало? Я правильно понимаю? Спасибо, Нил. Всегда рады. Нил Соннет, бывший главный прокурор Федеральной прокуратуры США и практикующий юрист. Остальные гости будут с нами до 5 часов. Социолог Арланд Даблер, Вирджиния Хай, преподаватель и ученый-антрополог. А осталось всего 7 часов. Итак, беседу продолжают доктор Жак Фреско, Арланд Даблер и Вирджиния Хайн. Они с нами до 5 часов, и мы ответим на все звонки. Алло? На шоу Фреско вновь предрекал скорое изменение общества. Пугал массовым голодом через 7 лет и полным уничтожением экологии через 25. Следуя тем же путем, мы протянем еще лет 25 до полного уничтожения экологии. Осталось 7 лет до массового голода. У нас очень мало времени. Да, Жак тут ошибся, но это не повод выдавать предположения за заявления с точными сроками. Более того, предсказания могут не сбываться, если меняются условия, такие как, например, борьба экоактивистов и принятие различных сдерживающих методов после устрашающих прогнозов. Там же он рассказал, что все города будущего будут университетами. Бизнес будет отменен. Самолеты будут отменены. Каждый сможет получить все, что хочет. Ну так и Кинг в самом начале говорит о том, что к Жаку относится как к человеку, заглядывающему далеко вперед. То, что эти технологии не появились, не означает, что они не появятся в каком-либо виде. Да и кто не ошибается. Зато я могу привести множество примеров, когда Жак верно предсказал технологии задолго до их появления. И здесь снова селективное восприятие. Почему-то Гео упоминает только то, что Жак не угадал, а рассказать о предсказанных роботах, которые готовят еду, с детальным описанием процесса. О том, что вместо телевизора, радио и граммофона будет компьютер с плоским экраном, способный это делать, в котором есть музыка со всего мира. Еще раз, Жак предсказал современный компьютер с плоским экраном и подобием интернета еще в 1974. There are no television sets, radios, tape recorders, or record players. All of that is done by the central computer system, in which all of the world's music is housed in a central computer. You don't want records, tape recorders, all this junk that requires continuous maintenance. All you want is the music you like. There's where the computers come in. They don't control you, they provide you with the music. But you wouldn't need a set program. in the house to get the program. No. All you need is an image screen. An image screen. An image screen, a flat screen built in on the wall. You don't have a set sticking out. Глядя на это интервью, невольно возникает мысль – это человек, опередивший свое время. Интересно еще то, что Жак понимает, что многое может не угадать. Вот что он говорит про свои предсказания. Я снова перечитывала «Взгляд вперед». Старую книгу. Да, ту самую старую. Поразительно, вы уже тогда говорили о тех же вещах. О да, о похожих. Но я не экстрасенс. В науке это называется экстраполяция. В этом нет никакой магии. Нужно просто проецировать следующий этап технологии. Но многие социальные идеи до сих пор не реализовались. Ну, да. Развитые системы ценностей невозможны и недостижимы в рамках современной экономики. По-вашему, социальное развитие тормозит экономика? О да, несомненно. Он не понимал, почему могла случиться Великая депрессия. Ведь товаров в магазинах полно, фабрики стоят. И вся проблема только в том, что у людей нет денег, чтобы все это купить. Следовательно, во всем виноваты деньги. Тогда Жак понял, что с системой что-то не так, а не то, что во всем виноваты деньги.
Покажите мне хоть одну цитату Жака, где он говорит, что во времена депрессии понял, что во всем виноваты деньги. Вот что действительно говорил Жак об этих временах. В период депрессии мне стало очевидно, что с нашей культурой что-то не так в устройстве общества и движении денег, потому что в витринах магазинов была куча товаров. Приемники, посудомоечные машины, но у людей не было денег. Я тогда, конечно, понял, что людям нужны были не деньги, им нужен был доступ к предметам первой необходимости. С нашим советским прошлым такие идеи попали на благоприятную почву. А как насчет других стран бывшего Советского Союза? Там как-то не видно большой популярности проекта Венера. Может быть, дело все-таки в чем-то другом? С его смертью популярность проекта Венера пошла на спад. Спад происходил и ранее по другим причинам. Вот статистика в Google Trends. То ли до этой поездки, то ли сразу после, Фреско был сотрудником фирмы Douglas Aircraft Company. Что он там делал, неясно. Различные источники пишут, что он тогда создал кучу изобретений для самолетов типа оборудования для крыльев, колес и тормозной системы. Но опять же, никаких пруфов у этого нет. Зато известно, что долго на этой работе Фреско не задержался. Он то ли сам уволился, то ли его уволили из-за разногласия с начальством. Потому что его разработки не принимались к производству. Правда, в таком случае не совсем понятно, как можно называть изобретениями то, что никому не пригодилось. Советую почитать, что такое прототип и сколько разработок не доходит до реализации, в частности по причине «невыгодно». Зачем делать больше подушек безопасности в машинах? Это невыгодно. Зачем устанавливать парашютные системы в самолеты? Это невыгодно. Разработки Жака могли быть полезными, но коммерчески невыгодными производителю. Что уже в предисловии к этой книге можно встретить предупреждение, что читать ее нужно объективно, иначе она вам не понравится. Очень удобная отмаза. Помогите, пожалуйста, найти здесь слово «объективно». Это обычное предисловие книги, где авторы часто обозначают, кому книга лучше подойдет. Проще говоря, объяснение потенциальному читателю, который взял книгу и читает первые страницы. Это стандартная практика. Неужели Гео и его сценаристы никогда не читали предисловий книг? Строит несколько куполообразных зданий по собственным макетам. Называет это исследовательским центром. И следующие 14 лет жизни в глуши он занимается непонятно чем. Нет информации о выступлениях, интервью или книгах. Жак и Роксана создают исследовательский центр, строят дома, Жак создает концепты многочисленных городов, домов, транспорта. Параллельно с этим Жак и Роксана работают, точнее подрабатывают, чтобы оплачивать счета. Выслушав рассказы Фреско о своих удивительных изобретениях и его взглядах на будущее, Газетский предложил ему съездить в глобальный исследовательский центр General Electric, чтобы Жак лично смог понаблюдать за некоторыми передовыми научными экспериментами. Но он отказался. Не захотел говорить о них настоящим ученым. Я глубоко уважал и ценил методы науки, но при общении с отдельными учеными видел, что они настолько поглощены своими специализациями, что едва могут общаться между собой. Встретившись с Эйнштейном, я хотел поговорить с ним о социальных условиях, а он все сводил к математике. Говорит, что вы думаете о булевой геометрии? Снова и снова. А какая вообще разница, захотел ли Жак ехать и обсуждать технологии с корпоративными учеными? Даже если предположить, что у Жака вообще нет никаких технологий, это совершенно не мешает построить проект Венера, ибо технологий уже более чем достаточно. Технологии, разработанные Жаком, это лишь вишенка на тортике его идей. Давайте послушаем, что сам Газетский сказал про Жака. «Мы не можем превратить таких людей, как он, в некую фигуру Иисуса», — говорит Газетский. «Он не такой, он парень с кучей разумных идей. Вся эта идея искать у Жака больше ответов, чем он уже дал, я думаю, это чушь собачья. Он сделал свою работу. Пора людям, которые ценят то, что он сделал, самим делать следующий шаг». Кстати, некоторые ошибочно говорят, что за фильм о Жаке Фреско режиссер был номинирован на Оскар. Так вот, это неправда. У Газетский действительно была номинация, но за другую работу. В статье ошиблись. Номинация на Оскар есть у самого Газетски. Кроме этого, у фильма «The Naked Eye», в котором Жак работал консультантом, тоже есть номинация на Оскар. А прославился Жак Фреско после того, как снялся во второй части конспирологической трилогии Питера Джозефа «Дух времени». Как он туда попал? Очень просто. Фреско увидел первую часть «Духа времени». Она ему понравилась, и он отправил Джозефу свою книгу.
То, что фильм Жаку понравился, полностью выдумка Гео. Жак не говорил о том, понравился ему фильм или нет. It was featured by the Zeitgeist movement because people said to Peter Joseph, "Okay, the system is corrupt. What can we do about it?" He said he didn't know. So Roxanne sent him the book called "The Best That Money Can't Buy." Вы знаете, слушая Гео, складывается впечатление, что он не понимает, что вариантов может быть больше, чем 2. Отправить кому-то книгу может не означать, что фильм понравился. Это выдумка Гео. Он опять утверждает то, чего точно не знает. Он ведь не знает, кому еще Жак мог отправлять книгу, но те ее, например, не прочитали, или не согласились, или просто никак не высказались. У меня тоже есть такие примеры. Впервые о нем заговорили всерьез. Казалось бы, Фреско наконец-то можно приступать к хотя бы частичной реализации своих задумок. Ему доверяют активные молодые люди, которые готовы действовать. Можно было попробовать хотя бы построить коммуну и начать жить по заветам Фреско или что-нибудь еще, но нет. Но многие люди не придают этому значения и давят на нас, говоря: «Сделайте уже хоть что-нибудь, создайте, наконец, общину, о которой говорил Жак». Но на самом деле они просто не понимают, что на самом деле он имел в виду. Это подтверждает то, что авторы и сам Гео мало что знают о Жаке Фреско и проекте Венера. Ведь в нем объясняется, почему строить коммуны бессмысленно, причем во множестве видео. Разные фанаты уже пытались, и вот что из этого получилось. Ванны на деревьях. Дальше очередных повторяющих лекций и новых фильмов дело не пошло. Многие лекции многих авторов повторяющиеся. Это нормально. Глупо обвинять, скажем, музыкальные группы в том, что они ездят в тур с одним и тем же плейлистом. Или что авторы книг представляют везде свою книгу одинаково. Да и подается это так, словно фильмы — это какая-то ерунда, которую сделать проще простого, словно листовку распечатать. Сейчас этап информирования, и все делается в рамках этого этапа. Кульминацией этого стало вручение награды Novus Summit Award. Опять же, сторонники Фреско часто называют это наградой Генеральной Ассамблеи ООН и признанием на международном уровне его вклада в науку и развитие общества будущего. Но на самом деле это не совсем так. Novus — это частный форум, который проводился несколько раз при поддержке Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. Что, конечно, тоже почетно, но далеко не так круто. По этой ссылке, она есть в описании видео, вы можете перейти на все наши посты с упоминанием Novus Summit. И везде награда упоминается правильно. О каких сторонниках идет речь? Хоть бы скриншот показали. Кстати, при чем здесь вообще сторонники? Ведь речь о Жаке Фреско и проекте Венера. Но Фреско пошел другим путем. Если его гениальные штуки никому не нужны в реальности, тем хуже для реальности. Значит, это не он накосячил и создал хлам, а с миром вокруг что-то не так, раз он не хочет принимать его изобретения. Ведь их полезность очевидна даже дураку. И отсюда, само собой, напрашивается вывод. Зачем создавать что-то, чего этот мир не сможет оценить? Для начала нужно целиком изменить мир. Этим можно объяснить его стремление радикально переделать общество. И детальные фантазии, как его машины будут работать в новой переделанной реальности. Это опять ложное утверждение, ни на чем не основанное. Поскольку в мемуарах друга Жака говорится о том, что многие свои идеи мира будущего Жак придумал еще в подростковом возрасте, задолго до множества своих изобретений. Подведем итог. Мы показали, что Гео предвзят, регулярно коверкает и додумывает слова Жака. Жак сделал за свою жизнь очень много полезного и интересного. Исследованием биографии Жака занималось несколько человек. Жак встречался с Баки Фуллером. Гео сделал несколько ошибок, говоря о Фуллере. Жак мог встретиться с Эйнштейном, но 100% доказательств быть не может. Гео мерещатся столы и лишние слова в книгах. Жака не увольняли, рекомендательные письма очень его хвалят и доказывают обратное. Книги подтверждают рассказы Жака об аборигенах Туамоту. У Жака больше изобретений, чем патентов на них. Жак описывает много методик того, как влиял на Ку-клукс-клан, а Гео неправильно понял методику. Трендовый дом не был провалом с инженерной и благотворительной точки зрения. Интервью Ларри Кингу действительно выдающиеся. Кинг звал на передаче «Никого попало». И еще много других ошибок Гео, которые вы видели на протяжении этого видео. К сожалению, я не могу хватить все искажения, озвученные в фильме, из-за отсутствия ресурсов и свободного времени. Нам и так пришлось целый месяц выкраивать время, чтобы подготовить этот разбор. Мы еще очень многое не упомянули, поэтому я настоятельно рекомендую пройти по 2 ссылкам в описании. Первая ссылка приведет вас на более подробный разбор первых 18 минут видео Гео. Там разборы логических ошибок и искажений, а также другие интересные факт-чекинги. Вторая часть приведет вас к архиву, где мы собрали для вас кучу интереснейших материалов о Жаке,
в том числе из его личного архива, которые ранее не публиковались. В том числе переписку с Баки Фуллером и Артуром Кларком и многими другими. А здесь я публично призываю Гео удалить свой ролик, потому что его работа по биографии Жака полностью провальная, и мы показали почему. Ролик оказался успешной манипуляцией больше, чем на 1 миллион просмотров, и сомневаюсь, что Гео его удалит. Почему же работа провальная? Гео часто упоминает то, что доказывает, что Жак обманщик и выставляет его бесполезным инженером, не показывая его реальные изобретения и не рассказывая о встречах Жака с другими известными людьми, или даже не встрече. Гео не верил словам Жака и не стал рассказывать про разоблачение экстрасенсов, про работу в технократии, про работу с трудными подростками и многочисленными экспериментами с переубеждением людей. Гео называет Жака «человек, не сделавший практически ничего». Если бы Гео действительно изучил биографию Жака, не будучи предвзятым, он был бы очень удивлен, как были удивлены мы при работе над этим видео. Я еще раз напомню вам, что работодатели Жака очень хвалили его в рекомендательных письмах. Он и их тоже обманывал, по мнению Гео. Или может все-таки он действительно был талантливым инженером, раз ему было на что жить, делая изобретения на заказ на протяжении многих лет. А теперь скажите, нужно ли нам разбирать вторую часть его видео, часть про проект Венера? Отвечать экономисту и психологу. Но прежде чем ответить, учтите, что на разбор нужно много времени, которого мы могли бы потратить как-то более полезно, что ли. Кстати, мы организуем интервью с Роксаной Мэдоуз. Задавайте свои вопросы в комментариях, а мы зададим их ей. На этом все. Спасибо, что посмотрели. Не забывайте поставить лайк, поделиться этим видео, подписаться на канал, поставить колокольчик. Ну, в общем, вы и так все знаете. Еще увидимся. Пока. Не мечтайте сказку сделать былью. Просто делайте то, что можете. И прямо сейчас, а не в далеком будущем. Все зависит только от того, что сделаете вы. Опять-таки, если вы ничего не сделаете, ничего не изменится. Всего хорошего.